В ночь на 8 июля горные районы Республики Дагестан пострадали от сильных ливней, которые спровоцировали сход гигантских селевых потоков, оползни и подъем уровня воды в реках. Масштаб бедствия оказался настолько огромен, что в один миг парализовал логистическую и коммунальную инфраструктуру сразу в 11 районах республики. Более 50 населенных пунктов оказались полностью отрезанными от внешнего мира. Дагестанский центр по гидрометеорологии еще накануне выпустил экстренное штормовое предупреждение. Регион атаковал грозовой фронт, сопровождавшийся градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Огромные массы влажного воздуха, подгоняемые со стороны Каспия, столкнулись с высокогорным рельефом. Это вызвало затяжные залповые ливни. Почва в горах, уже переувлажненная весенними паводками, мгновенно достигла критической точки насыщения водой. Грунт потерял сцепление со скальной породой и превратился в движущуюся лавину. На 13-м километре автодороги Гунип-Цуриб в Чародинском районе оползень сошел дважды. В первый раз дорожные службы оперативно расчистили полотно и в ночь на 8 июля пустили заблокированные машины, позволив людям добраться до домов. Но ливни не прекращались. Спустя всего несколько часов на этот же самый участок с горы сошла вторая, еще более массивная волна мокрого грунта и валунов, намертво перерезав единственную транспортную артерию. География разрушений расширялась с каждым часом. По официальным данным Министерства транспорта Дагестана, паводковые и ливневые воды размыли как минимум 16 участков автодорог. В Чародинском районе ситуация особенно сложная. Сход оползня изолировал от большой земли 51 населенный пункт. Проезд здесь стал физически невозможен. На 5-м километре автомобильной дороги регионального значения Магар-Гилип, недалеко от села Гилип, прямо на горный серпантин обрушился камнепад. Аналогичная обстановка наблюдается и на трассе Цуриб-Арчип, где оползни, обвалы и мощные селевые выносы полностью прервали сообщение еще с 12 населенными пунктами Чародинского района. В Лакском районе частично обрушилась полка дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский. В Агульском районе из-за переполнения и бешеного течения горных водостоков тяжелейшие повреждения получил мост возле высокогорного села Буршак, движение по которому пришлось полностью остановить. В селе Магар стихия подчистую снесла еще одну мостовую конструкцию. Специфика кавказских горных серпантинов такова, что у большинства этих сел просто нет дублирующих путей. Обрушение одной низовой подпорной стены или сход камнепада наглухо закрывает жизнедеятельность целых ущелий, превращая горные общины в изолированные анклавы посреди бушующей стихии. В Унцукульском районе Дагестана серьезная ситуация возникла из-за Ирганайской ГЭС. Чтобы не допустить переполнения водохранилища и прорыва плотины, инженеры были вынуждены начать экстренный аварийный сброс воды. Колоссальный, неуправляемый поток ринулся вниз. На 5-м километре автомобильной дороги Шамиль-Кала-Временный вода размыла 100-метровый участок дороги.
Силевые массы, шедшие на огромной скорости, с корнем вырывали бетонные опоры линий электропередач. Без электроснабжения остались 48 населенных пунктов в 4 муниципальных районах республики. До вершения всего оползни пробили и разрушили трубы магистрального газопровода. Десятки высокогорных сел в одночасье лишились света, связи и газа. Люди оказались один на один с холодом и сыростью в отрезанных домах. Аварийно-восстановительные бригады Дагестан-Автодора и МЧС стягивают в пострадавшие районы всю доступную тяжелую технику. Спасатели пытаются организовать сложнейшие многокилометровые объездные маршруты через Хунзах и Леваши, но продвижение идет крайне медленно. Работы ведутся в экстремальном риске. Синоптики предупреждают, что на Северном Кавказе сохраняется неустойчивая погода, ливни с градом продолжатся, а значит, каждую минуту с горы может сойти очередной оползень или камнепад. Посередине села течет. Субханаллах.